Всем привет! Ошиваясь на просторах itch.io в поисках чего-нибудь интересного, я наткнулся на нечто необычное. Нет, тут такого много. Я наткнулся на игру ROM 0120. Странности были с самого начала. Полное отсутствие комментариев под игрой, один прикрепленный zip-файл и крайне маленькое описание. Я не должен был выкладывать этот файл. Надеюсь, это не вызовет у меня проблем. Все фотографии были сделаны мной в 2 разных дня, с разницей в несколько лет. Моя память подводит, поэтому я не уверен в достоверности всех предоставленных здесь элементов. Эта программа полностью создана мной. Несколько изображений нашел мой старый друг, Baptize H. Вы можете скачать ее бесплатно, указав цену 0. Возможно, я обновлю этот файл в будущем, когда вспомню некоторые моменты. Это незаконченная работа. Я не знаю, когда вернусь к ней, но все изменится. Это уже создает интригу. Как будто мы находимся даже не на страничке игры, а на чем-то запрещенном. Чем-то, что нам не следовало видеть. В общем, я понял, что это оно. Нужно качать это сию же минуту и играть. Так что присаживайтесь поудобнее, ведь эта игра сможет вас удивить. Игра начинается с фотографии лампы в лесу. По продвижению далее, справа мы находим странное дерево, с которым нельзя взаимодействовать. Но пройдя далее, мы встречаем дом, который будет основным местом событий данной игры. Дверь в гараж была закрыта, так что я пошел исследовать дальше. Входная дверь в дом тоже была заперта, так что, скорее всего, нам нужно искать ключ. В одном из помещений я нашел шкафчики. В большинстве из них ничего не было, кроме всякого ненужного хлама. А также на одном из шкафчиков было написано, что мне не стоит это видеть. Но в последнем я нашел ключ. Это был ключ от гаража, и я сразу пошел его использовать. В гараже была машина, покрытая тканью, под которой я нашел какую-то вещь, похожую на чип. Она называется «Вопрос-вопрос-вопрос» и отправляется к нам в инвентарь. Также в гараже было много хлама по типу приборов для садоводства. А также странная вещь. Это были волосы. Волосы Кэрол. Но кто такая Кэрол и почему мы знаем это имя? Выйдя на задний двор, слева в кустах я нашел ключ. И это был ключ от входа. Но перед ним нужно было закончить исследование тут. В еще одном месте я нашел записку, на которой был написан пароль Эру со стрелочками и энтером, а также надписью справа снизу: «Не входить, если он там». О ком идет речь, неизвестно. Но сфоткав этот пароль на телефон, я отправился дальше. Немного порыскав в саду, я ничего не нашел. И решил наконец-то отправиться в дом. Мяч выглядел лишним в этом месте. Ты чувствуешь небольшую слабость, твоя голова болит. Несмотря на твой вопиющий дискомфорт, ты решаешь открыть дверь в любом случае. Дом выглядел старым, неухоженным. Повсюду валялся хлам, а на стенах росла плесень. В комнате слева я нашел бойлер и какой-то аппарат рядом с ним. Я ему не придал особого значения. Также в этой комнате я нашел коробку с файлами. Это были какие-то записи с чертежами, на одном из которых было написано «Удалить все». В этом доме явно что-то происходило. В техническом помещении не было ничего интересного. Только странные 2 буквы AT.
Что же они могли бы значить? Ну вот мы и зашли в основной дом. Тут повсюду опять же разбросан хлам и бутылка с мочой. Пройдя далее, я нашел автомат с какой-то игрой. Пока было непонятно, что в ней надо делать. Дальше была стенка с множеством черных квадратов, которые что-то цензурили. А справа я нашел проломленную стенку, под которой лежал ржавый ключ. Его мы тоже забираем. Пройдя далее, было большое помещение. Было сложно разобрать, что же говорится на этой записи. На воротах справа было написано много чисел. А справа от ворот находилось странное помещение с занавесом. Дальше я зашел в маленькую комнатку с щитком, на которой можно было нажать один переключатель. Непонятно, что он сделал, но это явно на что-то повлияло. Слева от нее была еще комната. И вот она уже была странной. В углу находился большой черный квадрат, который что-то цензурил. Через отверстие в мусорном мешке ты мог видеть голову, которая была раздроблена до неузнаваемости. Вонь была невыносимая. На этом моменте можно точно сказать, что в этом доме происходит что-то страшное. Дальше я пошел в помещение с кучей мебели, подозрительной рамкой от двери и шкафчиками, в которых были чертежи странных машин или устройств. Далее я решил подняться по лестнице. Опять же куча разбросанной мебели и записка с указаниями по той самой игре. Я тут же это дело сфоткал и пошел ее проходить. Бинго! По прохождению этой игры мне дали кэш. Пока непонятно, что это. Я вернулся исследовать второй этаж дальше. В шкафу я нашел вешалку, или как эти штуки называются. Пройдя далее, был очередной черный квадрат. Опять что-то зацензурено. В шкафчике лежали маленькие неважные предметы, а посмотрев налево, там была та самая большая комната. И я мог нажать на C, чтобы использовать кэш. При его использовании на этой фотке мне показывало 6 из 6 и 3 буквы. Пока что мне это дает только то, что где-то есть еще 5 мест, где я могу использовать кэш, чтобы увидеть что-то еще. Ну ладно, пришло время смотреть дальше. Справа был подъем на, я так понимаю, чердак, а под ним была куча коробок, на стенах были непонятные фразы, и все было поломано. И опять черные квадраты. Эта игра переполнена вещами, которые скрывают от моих глаз, и нам остается только гадать, что же там могло быть. Но в любом случае нам нужно наверх. И это и правда был чердак, на котором было что-то странное. Скажу честно, это меня так неплохо напугало, когда я играл. И черт разберет, что это. То ли мешки, то ли вообще непонятно что. Ну а посмотрев дальше, была какая-то странная вещь, которая издавала странный звук. Кроме этого, к моему удивлению, на чердаке ничего не было. И я просто пошел обратно. На воротах с числами можно было тоже нажать кэш, и оно подсвечивает конкретные цифры. А также кэш можно нажать на той самой стене.
Запомнив все это, я пошел искать что-то дальше. Но я ничего не мог найти. Настолько, что даже вышел обратно на улицу. И тут еще было что смотреть. Я нашел баскетбольный мяч, который был слегка подсдутый и тоже выглядел тут не к месту. И в саду я смог что-то выкопать. Но, скорее всего, лучше бы я это не выкапывал. Кроме этой жуткой, зацензуренной находки, из-за которой мы даже не понимаем, что это, на улице ничего не было. И я решил вернуться в дом. В этот раз я смог использовать вешалку, которую нашел в шкафу, и вставить ее в дверь, но больше ничего сделать не мог. Так что пошел искать что-нибудь дальше. А нашел я еще одно место, где можно использовать кэш. Запомнив это, я открыл эту дверь, за которой было еще одно жуткое помещение с черными квадратами, которые скрывали жуткие тревожные надписи на стенах, которые были написаны в отчаянии, а также жестокие рисунки и 2 пары координат. Но нам это все не показывают. А также я нашел еще одно место для кэша. В этой же комнате была запись, в которой говорится про психоз и паранойю, а также файлы экспериментов. Вот это уже интересно. В них говорится про работу AT-распылителя, AT-частицы и манипуляции AT. Во всем явно замешаны эти 2 буквы AT. Мы их уже встречали в самом начале. Порыскав по дому еще несколько минут, я нашел крючок и, недолго думая, пошел его пробовать. И да, с его помощью я смог открыть эту дверь. Это было похоже на подвальное помещение. На дверях были черные квадраты. Справа была бойлерная комната, но попытавшись что-то сделать, оказалось, что я отключил электричество. Остальные двери были закрыты, и мне оставалось только идти вперед. Здесь было 2 двери по бокам, которые были открыты. В одной из них был черный квадрат, нажав на который я получил распылитель. А во второй комнате просто был туалет, в котором ничего нельзя было сделать. Оставался только один путь. Весь твой свет погас. Тебе не позволено видеть в коридоре. Каждое твое движение ощущается вяло. Твоя голова болит. Я попал в полную тьму. Все, что я мог делать, так это идти вперед. Я шел очень долго. Я настолько обосрался, что даже не понял, что мне можно идти, и стоял на месте еще добрых 3 минуты, но все же решил сделать шаг и быстрее пойти вперед. Казалось, что коридор бесконечный, но все же я дошел до конца. И там была дверь. По телефону никто не отвечал. И я зашел вовнутрь, использовав тот самый чип, который подобрал под машиной в самом начале. Это было очередное помещение. Справа лежала мясная ужасающая субстанция, которая двигалась, как будто она дышит. Это меня уже насторожило. Но потом начало происходить что-то странное. Пространство начало искажаться. Все больше и больше оно нарастало, пока...
я резко оказался в пустой комнате с одним стулом. Я теряю свой разум. Я теряю свои воспоминания. Это делает меня ненадежным. Почему я не распознал мальчика? Фотографии я выкладывал. Я был тем, кто их делал. Почему я чувствую себя таким чужим? Почему я не способен распознать это? Я думаю, программа нацелена на мою личность, обстреливая меня волнами, надеясь, что замешательство заставит меня лишиться жизни. Иногда очень сложно не сдаться. Очень сложно наблюдать за моим же отклонением. Очень сложно возвращаться в мои апартаменты и видеть их разграбленными, с пропавшими файлами на моем компьютере. Я знаю, они думают, я псих, потому что я и вправду веду себя как псих. И это делает меня ненадежным рассказчиком. И это именно то, чего они хотят. Кто-то, кому нельзя доверять. Это идеальный план. Я сделал глупца из самого себя. Много уважаемых людей доверяли мне. Почему я забыл так много? Почему я забыл так много, если они продолжат обстреливать меня? И я закончу так же, как он. Попытавшись отсюда выйти, мы оказываемся в комнате с управлением бойлера. Тут я еще не понял, на что это был намек. И, не знав, что делать дальше, решил просто проверить, что же будет, если ослушаться указания не двигаться в том самом коридоре. И игра вылетает. Это был мой первый заход. Пришло время ко второму, где уже будет все намного интереснее. Стойка. А что это за фотографии в папке с игрой? Вначале я их даже не заметил, но они здесь были всегда. Мертвое дерево на фоне звезд, вешалка, белые точки, колодец, какие-то трубы и стена. Но только в колодце есть что-то необычное. Если присмотреться, то можно увидеть рисунок. Коридор, ступеньки и комната мальчика. Тогда давайте думать. К сожалению, игра не сохраняется, поэтому мне пришлось все делать заново. На полу я увидел записку, которую я не заметил в первый раз. Там было написано «Не входить». Оставь ключи в кустах. Это намек на то, чтобы мы поискали ключи от входа в кустах. Найдя все нужные предметы на улице, я отправился обратно в дом. И тут я начал потихоньку соединять все пазлы у себя в голове. Во-первых, с комнаты со стулом нас отправили сюда. Но почему конкретно сюда? Здесь находится странный аппарат, которым я не смог взаимодействовать в первый раз. На нем написано Эру. Я вспомнил, что в самом начале мы видели пароль Эру. И нажав эти клавиши на клавиатуре, я смог его взять. Там можно было настроить температуру комнаты мальчика, настроить волны и также дать шок. Комната мальчика. На записке с паролем Эру написано «Не входить, если он там». Скорее всего, речь идет о мальчике. И вспомнив то, что мы видели в колодце, скорее всего, комната мальчика находится там, куда мы не успели попасть из-за галлюцинаций. А галлюцинации были из-за волн, о которых мы слышали от главного героя в той самой комнате со стулом. Здесь можно поменять их значение, но цель уже была ясна. Нам нужно попасть в комнату мальчика. Кстати, если пару раз понажимать по этой фигне, то ты получишь краску. А также здесь можно найти бутылку. И, кстати, сейчас эти две двери меня бьют током. Видимо, потому что я не отключил в этот раз электричество. Но также из-за этого, используя ржавый ключ, я могу зайти в эту дверь и использовать вот эту вещь, которую не мог использовать в прошлый раз. Здесь мы видим то, что мы видели в колодце. И белую точку. Видимо, это и есть мальчик. Мы можем открыть все двери, закрыть все двери и закрыть только коридор. Я решил открыть все двери.
Белая точка сразу начала двигаться к выходу. Получается, он сейчас здесь с нами, правильно? Все верно, и нам нужно начинать заново. На этот раз я открыл все двери, чтобы он начал идти, и затем закрыл только коридор. И таким образом он начал бежать на лестницу. И после этого я закрыл все двери. Все, миссия была выполнена. Теперь можем идти туда. Кстати, по поводу этого монстра. Я пропустил записку, на которой было написано: «Мы зовем его Дуэллер. Не двигайся, если встретишь его». Они ушли в основном из-за него. И вот, мы опять в этой комнате. Только сейчас галлюцинаций не будет, ведь я поставил волны на 0. Наконец-то, прочитав эти записи, мы можем направиться в комнату мальчика. И наконец-то узнать, что же там находится. Мы попадаем в место, похожее на винный погреб. Пока что здесь больше всего черных квадратов. На одном из них мы находим улику в виде пустой тарелки. Также мы находим молоток в виде улики. Ты думал, здесь будет стена, когда посмотрел видео. Но вместо этого здесь был еще один коридор, еще длиннее, чем прошлый. Это был тоннель длиной в километры, и он был выкопан руками за годы. Если б только мы могли спасти его, если б мы могли спасти хоть кого-то. В конце концов, мы распустили группу после этой трагедии. Но я не сдался. Никто даже не узнает про IT-программу и IT-Connect. Я потерял свой разум в процессе. Ты должен был видеть этот тоннель. Это километры, и километры, и километры, и километры. Прости меня. В общем, дальше я нашел пульт от телевизора. И больше там не было ничего искать. Я решил возвращаться. Пройдя темный коридор, мне нужно было явно использовать что-то из новых вещей. Самым очевидным был пульт. И я пошел искать телевизор. Телевизор показывал какую-то закорючку. Я сначала вообще не понял, что мне делать. Но спустя пару минут я вернулся, и эта закорючка была похожа на букву L в английском языке. И я решил нажать на кнопку L на клавиатуре. И да, это сработало. Мне написали, что ворота открылись сверху. Но я что-то не помню никаких ворот сверху. Но я пошел их искать. Я искал долго. Не было даже никакого намека на ворота. Так прошло где-то минут 5. Опа. В стенке появилось окно. Мы получили таблетки и числа 473S. Я отлично знаю, где эти числа подойдут. Конечно же, это пульт Эру. Выставляем температуру 47, волны на 3 и S это шок. Что-то явно активировалось.
Мышкой можно управлять его глазами, так что я попытался их закрыть. После этого мы оказываемся на улице, и нам дают садовые приборы. Я походил по саду, ведь, возможно, мы как-то можем теперь их тут использовать. Но нет, это была подсказка, с какими предметами нам нужно взаимодействовать. А именно с садовыми приборами. Они требуют у нас пароль. Это 3 символа. 3 символа, 3 символа. Тут рядом в одном из помещений на стенке написано W21. Может, это оно? Фраза «теперь пойди и зажарь свой мозг». Первое, о чем я могу подумать, так это то, что нам нужно зажарить свой мозг AT-волнами. И я это не упоминал, но в техническом помещении с трубами тоже есть волны. Если там долго постоять, то у тебя тоже начнутся галлюцинации. Мы получаем фраер и сообщение. Давай поиграем в прятки. Посмотри на меня сверху. И еще мы получаем спички. Посмотри на меня сверху. Я могу подумать об одном месте, где мы можем посмотреть на кого-то сверху. Ты можешь прятать меня под лестницей или половицей. Это явно подсказка, но под лестницей ничего нету. Сколько бы я там ни тыкал, но немного побродив, на самой лестнице я смог нажать на стенку. Игра с перспективы аудитории. Опять же могу подумать об одном месте, где был занавес. Но тут ничего нету. Перспективы аудитории. Возможно, нам нужно это место обойти с другой стороны. Это можно сделать. Ты делаешь что-то, о чем ты можешь пожалеть, но это что-то ты не можешь изменить. Как всегда, сначала я ни черта не понял, и только потом я увидел, что нам дали картридж. Картридж. Что же с ним делать? Опять же, немного побродив, я подумал, может, мы можем вставить его в игровой автомат. Картридж и правда от игрового автомата. И мы попадаем в игру, где мы играем за какую-то странную закорючку. И все, что можем делать, это ходить вверх, вниз, вправо, влево. А также ультраконтрастный, яркий, мерцающий свет, из которого у меня уже на первых минутах заболели глаза, извиняюсь. Это будет недолго. Немного пройдясь, мы встречаем первую фигуру. Далее еще одну фигуру. И далее еще одну, но она уже отличается от других. Ты должен был почувствовать вину, чтобы вспомнить, зачем ты это начал. И затем мы находим какой-то символ, при активации которого мы возвращаемся. И получаем спичечный коробок. Я ходил и знал, что мне делать дальше. Пока, не зайдя в одно из помещений на улице, я не увидел, что теперь можно взаимодействовать с канистрой. Ты начал огонь, ключи, свет. Мы начали пожар в доме. Опять непонятно, что мне делать, какой свет. И спустя еще одни добрые пару минуток я вернулся в самое-самое начало, где стоит лампа. Ган. Оружие. Мы получаем оружие. И сообщение. Сбеги.
из этой тюрьмы. Все, черная полоса. Что мне делать? В дом я зайти не могу, там слишком горячо, там пожар. Тогда что мне делать? Что-то на улице? Осмотрев все там, ничего не нашел, кроме того самого дерева, к которому ты можешь повернуть в самом начале игры. Там как будто можно с ним взаимодействовать, но при нажатии ничего не происходит. Опять же я начал слаживать пазлы у себя в головушке. Сбеги из этой тюрьмы. Возможно, при нажатии на дерево мы сбежим отсюда, но пока мы не можем. Чего-то не хватает. Справа наши предметы. У нас есть почти все. Но что-то мне кажется, что на месте этого пропуска нам не хватает еще пару предметов. Быть может, если я соберу их все, я смогу сбежать. Но как мне это сделать? Дом уже закрыт. Остается только одно. Полный перезапуск. Все заново. Ну хорошо. Начал я заново. Но где искать новые предметы? Я за это время уже облазил весь дом 95 тысяч раз. Ну не может быть, что я что-то там упустил. Теперь надо вспомнить. Одна деталь. Одна вещь, которую мы никак не использовали. Помните кэш? И что с помощью него мы видели буквы и цифры, которые нам подсвечивались. И мы их всех записывали. Ну, я их фоткал. Но мы их так и нигде не использовали. Зачем мы это все делали? Так вот, немного полазив по интернету, ладно, так уж и быть, вам признаюсь, я не всеумный, я довольно тупой. Ну, я-то догадался, что все эти числа можно вместе собрать и что-то будет. Но где их использовать? И в интернете я узнал, что введя все эти символы вместе на ютубе, можно найти видео. И в этом видео находится инструкция, что тебе нужно делать. Первое, это найди печатную машину и напиши "They fled the scene". Что я, собственно, и пошел делать. Я нашел эту печатную машинку и прямо на клавиатуре нажал все эти буквы, эту фразу. И я услышал звук. Значит, все работает. Дальше нужно посмотреть на голубую картину. Дальше в этой же комнате нужно посидеть за сигаретным столом 5 секунд. Пока не услышишь звук. Дальше нужно идти вниз и нажать на кирпич рядом с желтым цилиндром. Отлично. Дальше иди в большую комнату, и если кто-то смотрит на тебя сверху, нажми на него. Идем в большую комнату. И смотрим наверх. И иди наверх. Вместо этого нажми на рамку от двери, которая ведет в никуда. Но я не пошел наверх, я пошел к рамке двери. И теперь она вела не никуда, она вела куда-то. Ты чувствуешь себя странно. Почему так резко настал день? Мы попадаем в ярко-желтый дом. На столе записка. Это то, как все началось для меня. 2005 год. Скорее всего, этот дом как-то связан с главным героем. И я так думаю, именно здесь мы должны найти недостающие предметы. На кухне на столике мы находим пешку. Это первый из них. Все началось с этого дома. Вся история этой игры началась именно с этого дома. В доме никого не было. На столах была пыль. И лежала записка. У них есть видео. Поднявшись по ступенькам, я нажал на переключатель и осмотрел пустые, темные спальные комнаты. В одной из них я нашел что-то плюшевое со знаком вопроса.
так много кроватей для такой маленькой семьи. Дальше я пошел на второй этаж, опять нажав на еще один переключатель, а потом еще один. Я поднялся еще выше. И тут были две, предположительно детские спальни, в одной из которых на столе лежал постер. Постер пропавшей девушки по имени Кэрол, волосы которой мы находим в самом начале игры. Спустившись вниз, мы видим черный квадрат, по которому я уже успел соскучиться. И нам пишут, что мы не должны этого видеть. Они пытались забыть. Все изменилось в этот день, когда я нашел этот чертов девайс в почтовом ящике. Я не сразу понял, как он работает, но когда я понял, я был разрушен. В одной из комнат я нашел плюшевого мишку. И также записку с сердечком, на которой не было ничего понятно. Ничего не заменит те времена, когда мы были вместе. Это место и этот дом вызывает у меня грусть, тоску. Наверное, это его пустота, а также саундтрек, который играет. Как будто ты понимаешь, что ты не смог ничего изменить. В общем, походив по этому дому достаточно времени, я понял, что мне, скорее всего, нужно нажать на все переключатели, ведь они здесь не просто так. И нажав на последний из них, я услышал звук. А картина в детской спальне наверху стала черной. Опять темнота. Мы можем идти вперед, постепенно приближаясь к какой-то лампе. Мы попадаем в очень нереалистичное место. Это единственное место, которое сделано не в реальной жизни. Поиски ушли в никуда. Дом теперь заморожен во времени. Монумент их отчаяния. Они скрылись с места происшествия. До закрытия дела оставалось пару дней, но мы их никогда не поймаем. Десятки изуродованных лиц, некоторые неузнаваемые, изголодованные тела, лица в ужасе, тело, которое не должно жить, но каким-то образом живое. Разум, раздробленный психозисом и паранойей, но все еще живой. Мы не смогли распознать ни одно из тел. Они сказали мне риск возвращения. Один клочок волос в горшке. Я бежал так быстро, как мог. Мое сердце вырывалось. Я был в ужасе. Начался дождь. Я начал плакать. Если ты это читаешь, извини меня. Я соврал. Ты единственная, кто осталась. И я не хотел ломать тебя дважды. Она больше не увидит звезд. Мы были слишком поздны. После этого на лавочке лежит последний предмет. И это любовь. И наконец-то, собрав все предметы, мы можем начинать побег. Мы пробираемся через лес. Видим качели, сарай. Пройдя дальше, начинается дождь. Или это снег. И в конце, возле забора, мы находим кассету. Вначале мы должны были просто сделать рейд в подвал. Мы были слишком неподготовлены. Мы вот только нашли это здание и хотели действовать быстро. Я думаю, они как-то знали, что мы нашли их. Они знали о нашем плане, потому что когда мы прибыли на место, здание было опустевшим. Только тогда мы поняли, насколько большое это место. Там не был просто мальчик в клетке, там были десятки других клеток и гниющий труп,
каждой из них. Мы были просто разрушены. Когда мы дошли до последней комнаты, той, из которой велась трансляция, мы стали лицом к лицу с гуманоидной фигурой. Мы еле могли распознать его. Он был гниющий, но все еще живой. Я не знал, что делать. Он не был агрессивным на первый взгляд. Я был в шоке. Я ничего не говорил. Потом Джулия вошла в комнату, так как я долго не отвечал. Она увидела его, ползущим по полу. Она была в испуге и застрелила его насмерть. Каждую ночь, когда я ложусь спать, я вспоминаю одну вещь. Он не кричал на нас. Он кричал от боли. Я клянусь, я слышал, как он молит о помощи. Он просил нас помочь, и мы застрелили его. Они решили уйти после такого провала, но я жалею, что я не остался. Когда мы ушли, я посмотрел на него в последний раз, и я клянусь Богу, я видел, как он дышит. Годами я хотел вернуться обратно, пока недавно не решил это сделать. Все место было брошенным, но оно выглядело по-другому. Больше не было никакого мальчика в комнате, и я решил сжечь это место и наконец-то забыть об этом. Но только огни начали распространяться. Я нашел клочок волос в горшке. Я не проверил тоннель. Я буду жалеть всю жизнь. В один день я покончу с этой программой. Вот и конец. Просто замечательная история. Главный герой Джулия, видимо сотрудники полиции или просто каких-то органов, отправились в дом, чтобы освободить мальчика из подвала. Но когда они пришли, в доме никого не было, а в подвале они нашли не одного мальчика, а целую сеть камер, в которых были трупы. А в одной из комнат было существо, которое раньше, видимо, было человеком. Оно просило о помощи, но Джулии повелевал страх, и она его застрелила. С тех пор главный герой страдает от кошмаров. Он хочет покончить с этим местом, с этим ужасом. Он возвращается туда, чтобы сжечь там все, но понимает, что он не проверил тоннель, и возможно там кто-то еще остался. Поэтому он решает прийти в другой день. И весь геймплей этой игры — это последний заход нашего главного героя в этот дом. Он пришел, чтобы все осмотреть. Мы проверяем весь дом, проверяем тоннель, видим много ужасов. Даже непонятно, что из этого настоящее, а что просто нам мерещится. В конце концов, мы собираем все улики и сжигаем это место. Тем самым мы сбегаем из этой тюрьмы. Тюрьмы вечных мыслей и кошмаров об этом месте. Замечательная игра. Мне она очень понравилась. Это такой простой point-and-click проект, но он сделан очень хорошо. Все эти настоящие фотографии. Это все придает такого шарма этой игре, такой атмосферы. Ты чувствуешь, как будто ты сам ходишь по этому дому, по этим подвалам. Надеюсь, вам тоже понравилось. Это была игра ROM 0120. С вами был я, Скути. Ну а встретимся мы, когда встретимся.